Ребята, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Наконец-то же хорошая погода в Санкт-Петербурге. В общем-то, уже начинается весна, я надеюсь, я думаю, что мы все надеемся, что весна принесет нам умиротворение и решение большого количества вопросов, которые есть сейчас. И я специально вышел на улицу, знаете, чтобы прочувствовать вот этот свежий запах и заодно вам рассказать про новый, свежий смартфон. Это Poco X4 Pro. Интереснейшая новинка, просто потому что Poco X3 Pro являлся супер смартфоном за 20 тысяч рублей. Да, в те далекие времена, когда смартфоны еще стоили 20 тысяч рублей, 120-герцовый дисплей, стереозвучание, мощный процессор, который выдавал свыше 500 тысяч баллов Antutu, и все это за 20 тысяч рублей. Это было просто сумасшедшее предложение. Считайте, это был лучший смартфон за несколько лет, я бы сказал так, просто покрывающий все задачи, но может быть там камера была не самая хорошая. С другой стороны, в принципе, все смартфоны за 20 тысяч рублей делали такие же фотографии. И тут прилетает Poco X4 Pro, который в обновленном дизайне, который стал тоньше, интереснее, класснее, но при этом, например, процессор у него ухудшился. То есть, если раньше было свыше 500 тысяч баллов, то теперь у меня и 400 тысяч не набирает. Это Poco X4 Pro. При этом у нас проапгрейженная камера на 108 мегапикселей. Это камера, которая стоит и в Redmi Note 11 Pro, про который я рассказывал. Камера, которая стоит и в Redmi Note 10 Pro, и в огромном количестве других смартфонов. Это очень хороший сенсор. Здесь установлен классный AMOLED-экран. Раньше у нас был IPS, теперь AMOLED-экран. 120 Гц, 700 нит яркости. И возникает вопрос. С одной стороны, немножко прижали производительность, с другой стороны, смартфон стал класснее. И я, естественно, с этим смартфоном походил. Хочу вам рассказать все нюансы, которые я смог поймать, в том числе и некоторое опровержение других ребят с других каналов, о которых я слышал. Давайте я вам расскажу, что он из себя представляет. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Сразу скажу, знаете, друзья, очень важную штуку. Надо смотреть всегда несколько видосов по поводу одного и того же смартфона, потому что каждый техноканал рассказывает какую-то свою правду. У кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. Кому-то понравился экран, кому-то понравилась камера, кому-то не понравился экран, и кому-то не понравился вот этот квадратный корпус. Корпус у нас теперь квадратный. Знаете, меня один момент порадовал. Меня порадовало то, что ведь эти квадратные корпуса у нас пошли с айфона. iPhone выкатил новый квадратный корпус, все, теперь китайцы стали квадратными. И знаете, какой момент я отметил для себя? Флагманы Xiaomi не стали квадратными. Флагманы Xiaomi остались такими же, обмылкообразные, я бы так сказал. Обмылок, ну, в смысле, они гладкие, да, мне нравится дизайн, но назовем так. А вот Redmi, серия Redmi Note 11, да, 11S, 11 Pro стали квадратными, Poco тоже стал квадратным. Плохо это или хорошо? Когда вышел квадратный смартфон от Apple, мне это не очень понравилось. Мне нравятся покатые грани. Но точно могу сказать, что мне нравится, как выглядит Poco X4 Pro, мне нравится, как выглядит Redmi Note 11 Pro, квадратные грани здесь хорошо. Он хорошо лежит в руке, несмотря на то, что это здоровенный экран 6,67 дюймов. Единственное важно, сзади он очень скользкий. Сзади у нас стекло, спереди стекло. Это Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Нету пленки сверху. Это интересный момент. Теперь пленки сверху нету, с одной стороны. С другой стороны, в комплекте у меня была пленка. То есть, типа, приклейка сам. Помните, компания Apple сказала, что теперь вы будете сами ремонтировать свои смартфоны? Ну, не очень понятно, как это будет происходить в России со всеми этими историями. Ну да ладно. Xiaomi тогда тоже сказали, а давайте вы тоже будете ремонтировать Xiaomi. И вот теперь Xiaomi почему-то не приклеили пленку на заводе, хотя могли бы. Теперь пленку надо клеить самим. Ну ладно, бог с ним. Конечно же, нужно обязательно с собой носить чехол, потому что если вдруг вы разобьете этот смартфон, в современных реалиях сложно сказать, когда и как вы сможете поменять дисплей. Так что обязательно чехол, он есть в комплекте, силиконовый, прозрачный, мне нравится. Смартфон стал тоньше, был 9,4, стал 8,1, смартфон стал легче, был 215, по-моему, стал 202 грамма. Раньше это был прям такой здоровенный брусок, теперь это не то что компактное решение, точно оно гораздо удобнее лежит в руке в плане габаритов. По звучанию, смотрите, здесь классное стереозвучание, и что хочу отдельно отметить, динамики, которые находятся в торцах, они смотрят в бок, то есть звучание у нас распространяется вот так вот, не на тебя, а вот так вот. Таким образом оно тебя окутывает и дает хорошее ощущение от стереозвучания. Хороший уверенный стереозвук. При этом у нас Bluetooth не последней версии 5.1, и вот с Bluetooth есть очень интересный момент. На одном из техноканалов, который, кстати, регулярно смотрю, потому что мне нравится, я посмотрел обзор. Неделя использования Poco X4 Pro. И там автор канала сказал, что смартфон звучит тихо в наушниках по Bluetooth, и у него никак не получилось поднять эту громкость. Я, естественно, этим вопросом заинтересовался, включил наушники, действительно тихо. Автор сказал, что он испробовал все возможные способы, у него не получилось поднять громкость наушников. Я сразу же подумал, что есть способ решения этих вопросов. Обычно он работает. Нужно включить режим разработчика и там включить или выключить на Bluetooth общий уровень громкости. То есть мы заходим в расширенные настройки, здесь внизу у нас для разработчиков, и вот здесь галочка «Отключить абсолютный уровень громкости». Обычно она должна быть включена, чтобы как раз-таки у нас все
прозвучала громко. Здесь она была включена, и я ее выключил, перезагрузил, и у меня смартфон зазвучал громко в наушниках. Поэтому, если у вас что-то тихо в Bluetooth наушниках, обязательно заходите, отключайте эту клавишу, и будет у вас все хорошо. Про экран что еще хочу сказать. 120 Гц, это AMOLED, Full HD плюс разрешение, яркий. 700 нит яркости в автоматическом режиме. Вот прямо сейчас падает солнце, и я вот так смотрю, включаю режим камеры, и прямо все отлично вижу. Я вот даже вообще сейчас сделаю фотографию, где я сижу. Смотрите. Оп, красота. А давайте заодно сделаем селфи. Отработает ли он HDR? Мое лицо будет заметно на фоне солнца. Ну что, как вам фотографии? Мне кажется, что неплохо, но про фотки мы еще с вами поговорим. Так вот, 700 нит яркости в автоматическом режиме, а в пике, когда вот прямо яркое солнце падает, и у нас есть HDR-контент 1200 нит. Очень крутой экран. А вот по производительности есть у нас интересный момент. Если в прошлом году Poco X3 Pro выдавал нам 560 тысяч баллов Antutu, то теперь у нас даже 400 тысяч баллов Antutu не выдает. Это у нас стоит Snapdragon 695, 6 нанометров, и он выдает меньше 400 тысяч баллов Antutu. Кстати, друзья, это Poco X4 Pro, а это Redmi K50. Совсем скоро я вам про него тоже расскажу, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные выпуски. И самое главное, друзья, конечно же, если вдруг что-то случится с YouTube, вы, во-первых, включаете VPN и смотрите YouTube через VPN. Ну а если будут трудности, Telegram-канал, Zen я внизу также оставляю, переходите посмотреть, чтобы мы с вами не терялись. ВК там тоже будет. Так вот, смотрите, первый прогон 391 тысяча, 30 градусов нагрева. Кстати, всего лишь 2% потери аккумулятора. Это супер крутой результат. Тут же прогоняю 395 тысяч баллов, 31 градус максимум, опять же минус 2%. Но про аккумулятор мы с вами еще поговорим. Это когда бомба просто. И 396 тысяч баллов, нагрев до 25 градусов, 25 градусов, минус 2%. То есть смартфон вообще не греется, ну образно говоря, не греется, да, это очень здорово. Но почему у нас производительность уменьшилась по сравнению с прошлым годом? У меня нет вообще никакого ответа. Я думаю, что вот среди вас есть люди, которые в целом немножечко шарят в вопросе. Почему, как вам кажется, Pocophone и Redmi снизили производительность процессора? Напишите в комментариях. Холодно, на самом деле тут 6 градусов, вообще как бы не жарко, но на солнце хорошо. 6 гигов памяти есть, 128 встроенные, 8, 128. Естественно, здесь есть фирменная фишка, теперь которая есть у всех смартфонов, увеличивать количество памяти. Если зайти в раздел о телефоне, тут вот все параметры, и вот оперативная память 6 плюс 2 гигабайта. Я уже делал специальный тест и для себя лично понял, что особенно каких-то влияний эти 2 гигабайта не дают. Но в любом случае, виртуальные 8 гигабайт. Хранилище у нас более-менее быстрое, UFS 2.2, и Throttling-тест просто чумовой. Я вот запустил его, 20 минут, 100 потоков, практически никакого проседания. Просто прямая, совершенная. Все могут позавидовать. Есть два на данный момент смартфона, которые могут так. Это Realme 9 Pro Plus, а также Poco X4 Pro. Просто ровная линия. Это очень круто. Кстати, друзья, если нужно сделать сравнение, фото и видео, а может быть просто сделать сравнение, например, Poco X3 Pro с этим смартфоном, Redmi Note 11 Pro с этим смартфоном, а может быть надо Realme 9 Pro Plus сравнить с этим смартфоном. Напишите, пожалуйста, в комментариях, я это сделаю обязательно. Короче, по производительности такая штука. Играть, понятное дело, что можно во все что угодно. Хотите Genshin Impact, хотите Call of Duty. В Call of Duty можно вставлять там максимальные настройки без проблем. Понятное дело, что в Genshin Impact у нас будут определенные проседания. Понятное дело, что в Shadowgun Legends у нас будут определенные проседания. Но, с другой стороны, понятно, что играть можно без проблем во все эти игры. Я бы сказал, что самое главное, что смартфон только что вышел, поэтому, естественно, будут прилетать обновления, а эти обновления будут так или иначе улучшать производительность систем. Поэтому, если сегодня есть какие-то глюки в плане производительности, то вполне возможно, через месяц, через другой их не будет. Я просто по-прежнему не понимаю, почему у нас теперь не 500 тысяч баллов, а 400. Я почему так акцентирую на это внимание? Потому что я раньше без проблем мог этот смартфон рекомендовать всем, кому надо. Купите себе недорогой Pocophone, и будет вам счастье. А сейчас я понимаю, что я могу сказать, по сути, то же самое, но Poco X3 Pro как будто бы по производительности интереснее, и мне даже, может быть, придется его рекомендовать покупать, а не Poco X4 Pro, что, конечно же, странно. Кстати, Poco X4 Pro я взял на Алиэкспрессе, внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, но с Алиэкспрессом вы сами все прекрасно понимаете, самые прикольные цены обычно там, просто надо немножко подождать. Даже в рамках современной ситуации с курсами, со всеми делами, Алиэкспресс зачастую выручает.
Следующая вещь, которая тоже очень сильно радует, это работа аккумулятора. Это просто какой-то, знаете, смартфон реально может тянуть 2 дня работы. С учетом того, что он не просто лежит на тумбочке и отдыхает, с учетом того, что вы им фотографируете, играете в игры, занимаетесь спортом, он тречит там все. Результаты очень крутые. 7-8 часов работы экрана — это 2 дня, либо 1,5 дня уверенно. То есть это супер крутой смартфон. Один, наверное, из лучших по энергопотреблению. Просто классный. И заряжается он достаточно быстро, это 67 Вт, поэтому 40-50 минут от 0 до сотни он полный, причем первые 50% он заряжает там за минут 20. Понятное дело, что здесь нету пока еще беспроводных зарядок. Я думаю, что беспроводные зарядки в среднем сегменте появятся, наверное, через годик-другой. Снизу у нас USB Type-C, жалко, что 2-го поколения, поэтому не очень быстро передаются файлы по проводу. И еще функция OTG, конечно же, присутствует. OTG — это вы можете подключить сюда флешку, перекачать все, что хотите, и пользоваться этим. Хорошо? По подключению инфракрасный порт есть, карточку памяти засунуть можно, 2 сим-карты использовать можно, Bluetooth, я уже говорил, не последний, 5.1, расплачиваться при помощи NFC можно, только помните, да, в России у нас теперь все идет через МИР. Обратите на это внимание, ставьте МИР Pay, выпускайте себе карточки МИР у своих банков и пользуйтесь. Нет поддержки Wi-Fi 6-го поколения, я всех слышал хорошо, когда мне звонили, и меня тоже слышали хорошо. Датчик приближения по-прежнему работает не очень, к сожалению. Используйте Bluetooth наушники. А еще интересная вещь у меня произошла, потому что когда смартфон ко мне пришел, я его запустил, использовал, все хорошо, а потом прилетело обновление. И это обновление убило смартфон. Он превратился в кирпич. Загорался логотип Poco, а потом заходил в режим Fastboot. И все. И я на пару недель вылетел вообще из использования этого смартфона, потому что просто не было прошивки, которую я бы мог скачать. Но потом все-таки появились прошивки, и я накатил их через Fastboot, через Mi Flash. Поэтому, если вдруг у вас возникнет такая же проблема, я внизу оставляю ссылочку на прошивку, на Mi Flash. Это программа, которую нужно скачать, чтобы использовать. И я еще укажу ссылочку на видео автора, который как раз таки рассказывает о том, каким образом прошивать, потому что прошивка смартфона — это всегда очень серьезное мероприятие. Отнеситесь к нему, пожалуйста, со всем вниманием. Ну и что касается камеры. Основная камера на 108 мегапикселей от компании Samsung HM2. Я уже говорил, что Redmi Note 11 Pro есть она, Redmi Note 10 Pro также она стоит. Я в прошлом году, кстати, делал интересное видео, сравнивал 108 мегапикселей на Samsung, на Ultra, на 21 и Redmi Note 10 Pro. Теперь я думаю, что можно взять Poco X4 Pro 108 мегапикселей и взять Galaxy S22 Ultra 108 мегапикселей и сравнить основные камеры, потому что там прямо есть очень интересные моменты. Также у нас есть широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера на 8 мегапикселей и для макро 2-мегапиксельная камера. Знаете, есть один прямо очень сильный косяк, с которым я не знаю, что делать. Камера не умеет снимать 4К. Вообще просто не умеет. При том, что раньше умела, теперь не умеет. Только Full HD 30 кадров в секунду. У меня нету ни единого предположения, почему так произошло. Раньше можно было, теперь нельзя. Вполне возможно, прилетит какое-то обновление или еще что-то. Но пока вот так. Я не могу сказать, что я когда-нибудь, в принципе, по жизни для себя снимал 4К. Мне это нафиг не нужно. Я снимаю обычно 4К для вас, для обзоров, чтобы показать, как снимает камера. Но в целом это крайне странно. При том, что фото возможности хорошие, видео возможности тоже хорошие, но только Full HD 30 кадров в секунду. Это супер странно. Ну, я, знаете, сейчас готовлю большое сравнение. Я возьму каких-нибудь конкурентов, может быть, Redmi Note 11 Pro, может быть, Realme 9 Pro Plus, может быть, еще что-нибудь, не знаю, может быть, Realme GT2 Neo, например, и обязательно сделаю большое сравнение Poco X4 Pro, фото и видео против этих конкурентов. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, не пропускайте новые выпуски. Ну и в целом, друзья, в итоге, что можно сказать по поводу этого смартфона? Если не брать в расчет, что он теперь не умеет снимать 4К, если не брать в расчет, что он теперь стал по производительности слабее, чем предшественник, то в целом хороший телефон. Лежит в руке хорошо, стал не таким здоровенным, как был раньше. У нас теперь AMOLED-экран, да, на 120 Гц. У нас классное звучание, отличный, просто сумасшедший крутой аккумулятор, нормальная производительность, которой тоже вам хватит на несколько лет вперед, просто не как у Poco X3 Pro. Ну и все это, по сути, в цену в 300 евро, которая была объявлена на старте продаж, ну как будто бы нормально. И это с одной стороны, да, мы пока не берем в расчет курс и все остальное. С другой стороны, предыдущий смартфон по-прежнему можно смело рекомендовать Poco X3 Pro, который является очень классным решением. Я, как всегда, все ссылки оставляю внизу, переходите, посмотрите. Вам всем говорю огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Впереди будут еще разборы Poco X4 Pro, сравнение с другими телефонами. Ну а вам рекомендую ни в коем случае не болеть. И самое главное, берегите себя и своих близких. Надеемся на лучшее. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте. Всем счастливо и пока.